Рада вас снова приветствовать на моем канале. Меня зовут Василя. Сегодня свяжем вот такой вот классический вариант вазы. Такая ваза подойдет под любой интерьер. Связана она в бесшовном соединении. Шва у нас нигде не видно. Я ее вязала под литровую пластиковую бутылку. Можно использовать какую-нибудь узкую баночку, либо в данную вазу ставить декоративные цветы. На данную вазу ушел один моток полиэфирного шнура 100 метров. Шнур у меня 3 миллиметра без сердечника. Либо можно использовать шнур 5 миллиметров. Такой вот. Вот это шнур у меня 3 миллиметра, это 5. Либо использовать трикотажную пряжу, либо хлопковый шнур. Вот вазочка, которая связана из шнура 5 миллиметров. На нее у меня тоже есть мастер-класс, можете посмотреть, кому интересно. Ссылку я оставлю в описании. Ваза у меня размером получилась по донышку 10 сантиметров и высоту 20 сантиметров. Для вязания я использовала крючок номер 4. Это для полиэфирного шнура 3 миллиметра. Если будете вязать из шнура 5 миллиметров, используйте крючок номер 5. А для трикотажной пряжи крючок номер 6 или 7. Также при вязании из полиэфирного шнура кончик необходимо подпалить, чтобы он не распускался. И еще один важный момент. Когда будете провязывать ряды, каждый ряд старайтесь поправлять вот так вот руками. Вяжите одной плотности и петли старайтесь вытягивать на одну высоту, чтобы у вас ваза была ровная и не пошла волной. Итак, приступим к вязанию. Всем приятного творчества! Делаем кольцо амигуруми, кладем нить вот таким образом на пальчики, обхватываем крест-накрест, с обратной стороны придерживаем мизинчиком, заводим крючок под первую нить, вторую захватили, колечко отпускаем и данную петельку мы провязываем. Это у нас будет первый столбик. Далее в колечко всего мы должны набрать с учетом вот этого первого столбика 6 столбиков без накида. Вводим крючок в кольцо, вытягиваем нить, провязываем второй столбик, третий, четвертый, пятый и шестой. Далее мы колечко затягиваем. Итак, в первом ряду у нас 6 столбиков. Если вот здесь вот перевернуть, можно пересчитать по перемычкам. Смотрим: 1, 2, 3, 4, 5, 6 перемычек. Далее мы делаем соединение, вытягиваем петельку. Вот у нас идет первый столбик, над ним вот такая вот косичка, заводим крючок под нее с обратной стороны и вытягиваем петлю. Далее крючок вводим в первый столбик, вводим вот сюда вот между нитями. Вот он, первый столбик, сюда заводим крючок, с обратной стороны крючок должен выходить также по центру столбика. Вот он, в серединке вышел. И также здесь он должен выходить крючок по центру. Накидываем петельку и затягиваем. Захватываем рабочую нить, протягиваем петельку и провязываем столбик. Далее второй ряд у нас. Во втором ряду мы делаем прибавки. В каждый столбик мы провязываем по 2 столбика. Здесь у нас уже есть один столбик. Сюда же мы провязываем еще один. Далее находим следующий столбик, вводим сюда крючок. И, как я говорила, крючок у вас должен выходить по центру.
Сюда провязываем один столбик и второй. Следующий столбик снова провязываем 2 столбика. Итак, довязываем до конца по 2 столбика в каждый столбик предыдущего ряда. Получается, у нас во втором ряду должно получиться уже 12 столбиков. Делаем соединение второго ряда. Соединения в каждом ряду будут одинаковые. Вытягиваем петлю. Вот у нас идет первый столбик, над ним косичка. Заводим крючок и вытягиваем петлю. Также крючок вводим в первый столбик. Накинули петельку и затягиваем. Вытянули петлю, провязываем столбик. Теперь уже можно затянуть центр посильнее. Тянем за кончик и затягиваем. В третьем ряду у нас идут прибавки через один столбик. Вот у нас есть один столбик. В следующую мы провязываем 2 столбика. Не забывайте, что крючок должен выходить по центру. Следующий столбик провязываем 1, следующую 2, далее снова 1, и снова 2 столбика. И так далее чередуем до конца. В третьем ряду у нас должно получиться уже 18 столбиков. Соединение делаем точно такое же, как в предыдущих рядах. Далее в четвертом ряду мы уже провязываем прибавку через 2 одинарных столбика. Здесь уже учитываем то, что прибавки не вяжутся над прибавками. Вот у нас идет одинарный столбик, здесь мы провязываем прибавку. Один столбик у нас есть уже, провязываем второй. Далее идет у нас прибавка, сюда мы провязываем по одному столбику. Далее после 2 одинарных столбиков мы провязываем прибавку. И снова идет прибавка. И так провязываем до конца между прибавками по 2 одинарных столбика. В четвертом ряду должно получиться 24 столбика. В пятом ряду между прибавками мы уже провязываем 3 одинарных столбика. И также, где у нас идут прибавки, мы там прибавку не вяжем. Вот у нас есть один столбик, провязываем следующую второй столбик. Далее третий. И провязываем прибавку. Вот у нас прибавка получается над одинарным столбиком. Далее провязываем снова 3 столбика и прибавку. Итак, провязываем до конца 5-й ряд. В 5-м ряду уже будет 30 столбиков. Провязываем круг нужного размера. Допустим, в 6-м ряду у нас уже между прибавками будет идти по 4 столбика, в 7-м 5 столбиков и так далее.
каждый раз будет между прибавками увеличиваться на 1 столбик. У меня есть подробный мастер-класс по вязанию идеального круга. Ссылку оставлю вот здесь и также в описании. Кому интересно, посмотрите. Вот я провязала круг. Он у меня состоит из 7 рядов. Размером он у меня получился 10 сантиметров. Сейчас мы сделаем соединение и перейдем от донышка к стеночкам. Также нам необходимо уже спрятать вот этот кончик нити, так как потом его будет уже сложно убирать. Не забудьте подпалить кончик полиэфирного шнура, чтобы он не распускался. Берем крючок меньшего размера и прячем под петельки. Делаем соединение с переходом на стеночки. Заводим крючок под косичку. Вытянули петлю. Крючок заводим вот сюда вот между двумя нитями. И с обратной стороны у нас идут вот такие вот перемычки. Мы заводим крючок под перемычку. Накидываем петлю и затягиваем. Захватываем рабочую нить. Вытянули петлю и провязываем столбик. Далее весь первый ряд мы будем вязать столбиками без накида. Мы захватываем вот здесь вот верхнюю дужку косички. Вот она косичка. Верхнюю захватываем и крючок вводим под перемычку. Вытянули, провязали столбик. Далее под следующую. И так провязываем первый ряд до конца. Делаем соединение первого ряда и переходим на второй. Также вытянули петлю, заводим вот сюда вот под косичку. Вытянули. И крючок вставляем в столбик, в центр столбика. Далее накидываем петельку, затягиваем. Захватили рабочую нить. Я слегка вот эту вот петельку поддерживаю, протягиваю петлю и провязываем столбик. Теперь во втором ряду мы формируем уже узор. Один столбик мы провязываем в центр столбика. Следующий мы захватываем заднюю стеночку полупетли. И здесь же захватываем перемычку столбика. Делаем это для того, чтобы у нас столбик плотно сидел. Если провязывать только за заднюю стеночку полупетли, то столбики будут вот так вот вытягиваться. И здесь будут отверстия. Далее провязываем следующий столбик в центр столбика. Крючок у вас должен выходить по центру. Следующую за заднюю стеночку и под перемычку. Центр столбика. Делаем соединение второго ряда, вытягиваем петлю, заводим крючок под косичку, вытянули,
Вот у нас идет столбик, который мы провязывали в центр столбика, а этот столбик мы провязывали за заднюю стеночку полупетли. Вот в этот столбик мы вставляем крючок, накидываем петельку, затянули и провязываем столбик. Далее провязываем за заднюю стеночку полупетли. Также не забываем захватывать перемычку. Далее идет вот столбик, центр столбика. Также здесь провязываем в центр. За заднюю стеночку полупетли под перемычку. Центр. За заднюю стеночку под перемычку. И вот таким же образом, чередуя, провязываем до конца третий ряд. Провязали третий ряд. Ряд всегда у нас заканчивается столбиком, который мы провязываем за заднюю стеночку полупетли, а начинается с центра столбика. Вот уже виден рисунок, потихоньку уже вырисовывается. Соединение везде будет одинаковое. Вытягиваем петлю, также заводим под косичку. И вот у нас идет ряд, который мы провязываем в центр столбика. Здесь мы делаем соединение. И далее ряды повторяются. Здесь мы провязываем за заднюю стеночку полупетли, здесь центр столбика и чередуем, идем вот так. Вот я провязала 29 рядов, и у меня осталось немного пряжи на обвязку края корзинки. Вот у меня 29 ряд. Мы сейчас сделаем соединение. Заводим крючок под косичку. Данную петельку мы должны вывести вперед. Заводим крючок вот сюда, вот между столбиками. Вывели петлю. Заводим крючок в следующее отверстие и провязываем соединительный столбик. Далее делаем одну воздушную петлю, в следующую петлю провязываем соединительный столбик, снова одну воздушную петлю, соединительный, одну воздушную, соединительный и так далее. И у нас получается вот такая вот обвязка. Довязываем до конца. Здесь покажу, как сделать соединение. Вазочка наша готова. Надеюсь, вам понравился данный мастер-класс. Пишите в комментариях свои вопросы, либо пожелания. Можете написать, что бы вы хотели видеть на моем канале,
какие мастер-классы. Не забудьте подписаться на мой канал и вяжите вместе со мной.